Это Меконг. Лаосцы называют его матерью рек. Ручеек, начинающий свой путь в Гималаях, постепенно превращается в могучую реку, которая пересекает Лаос с севера на юг. В жизни Меконга четко прослеживаются два периода. Он полноводен и частично судоходен в сезон дождей. Дно Меконга становится местом отдыха и развлечений молодежи, гигантским карьером по добыванию песка, пастбищем в дни сухого сезона. С началом дождей русло Меконга заполняется водой. В августе-сентябре обычно возникает угроза наводнения. В историю Лаоса вошли крупнейшие наводнения 27 и 66 годов, когда вода ворвалась в город. В отдельных районах она несколько дней стояла на уровне вторых этажей. До 1 метра поднимался ее уровень в районе Талата-Сау и аэропорта Ватай. ТАСС 15 сентября 1991 года передал сообщение о том, что в результате наводнения в дельте Меконга серьезно пострадали 3 провинции Вьетнама, что уровень воды поднялся на 3-5 метров и есть человеческие жертвы. В Лаосе это наводнение началось в середине августа. С 17 августа 1744 первый МАЗ грузится песком, который расфасовывается в небольшие мешки. Вода затопила молодые деревья в районе пивной веранды. (21:42). Дождь не прекращается, но, несмотря на позднее время, продолжается погрузка песка. 18 августа, 6 часов 6 минут утра. Готова к отправке колонна военных автомобилей. Они загружались почти всю ночь.
7 часов 14 минут утра 18 августа. Уровень воды в Меконге продолжает повышаться. Вода почти вплотную подступила к Саде-Ароа, одной из главных улиц Вьентьяна. Затоплена банановая роща в пригороде лаосской столицы. Уже трудно определить, где находится береговая линия Меконга. Скорость течения реки постоянно увеличивается. У наиболее опасных мест укладываются мешки с песком. Из мест возможного затопления выводят скот. Вода затопила остров Дончан. Дома, огороды, расположенные на этом острове, все почти скрыты водой. Дождь усиливается. В 8:56. Погрузка песка ведется интенсивно. Восемнадцатого августа.
затоплена деревня вблизи Вьентьяна. Жители не прекращают борьбы с наводнением в этой полузатопленной деревушке. Еще одна затопленная водой деревня. Двадцать 21:08. К вечеру дождь прекратился. Уходит очередная машина с песком, но люди еще не знают, что эта машина последняя. Несколько дней спустя остров Дончанг, все огороды смыты водой. А над Меконгом вновь солнце. Он успокоился, и ничто в нем не напоминает той разбушевавшейся реки, которую мы наблюдали несколько дней назад.
Меконг, крупнейшая река Юго-Восточной Азии, является естественной границей между Лаосом и Таиландом. Около 16 лет в Лаосе трудятся советские специалисты, и лишь единицы, да и то по делам или под предлогом дел, бывали в Таиланде. Большинство же видели землю тайцев с набережной Меконга или по телевизору. В начале октября 1991 года большая группа советских граждан совершила первую автобусную туристическую поездку в Таиланд. Об этом путешествии и пойдет речь в фильме. «5 октября, 8:35 утра. Туристы на переправе, но ворота открываются только в 9. Грустит Володя на палках, наш водитель. Встраивается вокруг руководителя актив. В ожидании капиталистического рая стоят женщины. Наконец, таможенные и пограничные формальности позади, и перед нами лента реки. Мы в Нанхае, пограничном с Лаосом городе. Покрутившись по городу, мы выбрались на шоссе. Наша цель – город Удон. Водитель внимателен, движение-то левостороннее. Дорога в прекрасном состоянии. И 49 километров пролетели почти незаметно. Менее чем через час мы въехали в Удон. Гостиница «Парадайз». В ней мы решили остановиться. Теперь Удон наш. Почти на 2 дня. Жизнь в Удоне не замирает до позднего вечера. Это площадь перед супермаркетом.
Полицейский внимательно следит за порядком. У входа в супермаркет мальчишки продают вечерние газеты. Супермаркет. Товаров тут много, всяких, на любой вкус. Смотришь на все это, и невольно возникает вопрос, а почему у нас этого нет? Почему у нас не так? Этот уголок я назвал бы «все для уголовного мира». Справок из полиции, общества охотников или уголовников не требуется. Хочешь? Нравится? Покупай. Это продукты. От обилия продуктов, сладостей и того, чего мы никогда не пробовали и не попробуем, кружится голова. Супермаркет закрывается через несколько минут, но работает он в нормальном режиме до последней минуты. Купленные товары подлежат обязательной упаковке.
Супермаркет уже закрыт, а жизнь у Дона продолжается. На улицах импровизированные точки общепита. Поражает, что все улыбчивы и приветливы. Утро второго дня. Мы снова в автобусе. Направляемся в лесной монастырь. Это километрах 40 от Удона. Монастырь расположен в живописном месте с удивительно чистым воздухом. Он поражает обилием огромных валунов, некоторые с 2-3-этажный дом. Интересно, кто и зачем разложил их здесь? Комплекс состоит из нескольких частей. Мы увидели 3 его компонента – монастырь, кладбище и музей. Это, собственно, монастырь. Неподалеку живут, трудятся бонзы. Здесь они молятся. Многочисленные фигурки животных напоминают о здешней фауне, прошлой и настоящей, о естественном единстве буддизма с животным и растительным миром, со всем живым. Обязательный для всех туристов ритуал фотографирования на память.
асфальтовые дороги то здесь, то там пересекаются с многочисленными тропинками, которые ведут непонятно куда. Для нас, конечно, на этой тропе стоит зажженная свеча. А вот так живут монахи. Заросли бамбука и лестница, охраняемая этими животными. Эта лестница ведет на кладбище монастыря. В этих ступах покоятся останки монахов. Главная ступа. Здесь захоронен венерабл Луан Пукхао Аналайо, великий мастер медитации. И снова фотографирование. Направляемся в музей. Дорога непрерывно идет вверх. Практически непрерывный подъем. Здесь очень красиво. И озеро, и зелень. Одним словом, место заповедное. Лестница из красного мрамора ведет к музею великого мастера медитации. В музее скульптурное изображение монаха Венерабла Луан Пукхао Аналайо, его личные вещи, фотографии. Великий мастер родился в 1888 году, носил имя Кхау Хараса, был женат, имел 7 детей. С 1919 года живет в Ватах.
С 1958 года в Лесном монастыре. Прожил 95 лет и 5 месяцев. Умер в 1983 году. Музей построен на месте медитационной практики Аналая. На этом же месте он был кремирован по-королевски. Здание музея выполнено в модернистском стиле, однако традиции буддизма органично вплетены в современные конструкции. На обратном пути останавливаемся у очень живописного места. Зелень, валуны, изображения Будды, животные. А множество цветов делают это место местом неописуемой красоты. А это встреча с ящерицей. Пришлось ей уступить дорогу. Уставшие, одухотворенные, мы возвращаемся в Удон. А вечером один из нас спел. Да, эта страна 3 года ему только.
7 октября. Погрузка. Решение извечной проблемы. Как больше поместить в маленькое. На этот раз, видимо, получилось. Гостиница, прощальный взгляд на нее. Выносятся последние вещи и в путь. И снова рикши, автомобили, мотоциклы, реклама, море рекламы. Все это улицы и площади у Дона. Бензозаправки здесь без очередей. Вновь Нанхай. Можно еще немного побродить, посетить магазины, попить пиво.
Этот старик поймал свою золотую рыбку, а мы поймаем когда-нибудь? Переправа. Таможня, оформление документов, прощание с таможенниками, наконец, мы на пароме. Таиланд позади. Впереди родная лаосская земля. Путешественники улыбаются, делают последние фотоснимки, делятся впечатлениями. Настроение у всех хорошее. Заглянул в автобус, и как только тут еще люди помещаются. Все отдыхают. Только Володя, наш водитель, по-прежнему на рабочем месте. Переправа закончена. Снова в Янтьянские улицы. Еще несколько поворотов, и перед нами советский городок.
Мы въезжаем в него, и наше путешествие заканчивается. Тхатлуанг. В современном виде он был построен в 1566 году по приказу короля Сидхатирата и назывался тогда Лакашу-Ламани, то есть шпиль мироздания, символизирующий священную гору Меру, центр мира по буддийской мифологии. Голландец Вустхоф, видевший монумент почти новым, писал о нем в 1641 году. Около 4 часов пополудни голландский посол был припровожден на аудиенцию в огромный квадратный двор, обнесенный стеной с амбразурами и боевыми нишами. В середине поднималась огромнейшая пирамида, верхушку которой покрывали золотые пластины общим весом в 1000 фунтов. Монумент этот почитался священным, и все лаосцы заявляются к нему с великими почестями. Расположенный за пределами городских стен, Тхатлуанг избежал надругательств, которые претерпели все старинные пагоды Вьентьяна, почти до основания разрушенные и разграбленные сеансами. Историю создания комплекса Тхатлуанг рассказывает монах Сампхенг из близлежащего монастыря Пхонгхен. เหตุที่ว่ารูปหาบเพียงนำมักทวมต่อมาก็ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ชื่อว่าคำบะ Предки лаоссов в давние времена селились сначала в Нанхае, потом они стали перебираться на новые места. Двое переселенцев, Кхамбанг и Бурихан, поставили хижины на месте нынешнего Вьентьяна. Бурихан построил город, который назвал Шантабури, и стал в нем королем. Город посетили 5 индийских мудрецов, принесших в дар ему в числе других реликвий волос Будды. Этот волос замуровали в 7-метровой ступе, названной Тхат, примерно в IV веке до нашей эры. Вот так первоначально выглядела ступа. Она была построена из глины и шкур животных. Затем, на протяжении своей многовековой истории, комплекс неоднократно перестраивался. Таким он был в разные времена. В 1829 году реставрационные работы испортили центральную ступу. Все пришлось переделывать. Лишь в 1935 году знаменитый Тхат приобрел первоначальные формы, но без потерь не обошлось. Широкая авеню, будущая Лансанг и отходящий от нее проспект Тхатлуанг требовали переориентировки главного входа в ограде Тхатлуанга. Его перенесли с западной стороны на восточную, как бы вывернув ансамбль наизнанку. Тхатлуанг
прежде всего памятник предкам, поэтому главные его ворота открывались на запад, в ту сторону, куда по буддийским представлениям уходят умершие, где садится солнце. Попасть в Хатлуанг можно через двери-павильоны. Они расположены в середине каждой из 4 85-метровых стен высокой ограды. За ними открывается эспланада, поросшая стриженной травой. У восточного входа 2 стеллы, надписи на которых прославляют создателя комплекса, короля Сехаттирата. Нижняя терраса представляет собой мощное основание Тхата, окруженное 2-метровой стеной со вделанными в нее хаваями, закоулками для приношений и молитв. В них часто можно увидеть молящихся лаосцев. Тхат Сидхам Махайсок, небольшой храм у восточной части ступы. Здесь позолоченное изображение Будды. Это главное место для молитв в Хатлуанге. Вторая терраса. Она окружена 30 небольшими тхатами, которые сооружены в честь благодеяний Будды. На массивных основаниях маленьких ступ прикреплены таблички, перечисляющие благодеяния Будды. Надписи исполнены на языке санскрит. Люди должны учиться у Будды и в своей жизни следовать его поступкам. Над 30 тхатами самоусовершенствования на 45 метров вздымается главная ступа, шпиль мироздания. Ступу часто называют золотой по цвету окраски, но не только. В 1896 году верхняя часть ступы была разрушена ударом молнии. В крошеве старинной кладки нашли несколько золотых и серебряных предметов, 2 5-сантиметровые стрелочки, 2 золотых листа примерно полметра на полметра с надписями и отливку конической формы. Надписи соответствовали тем, которые использовались в Лаосе в XVI веке для написания религиозных текстов. В истории зафиксировано 2 попадания молнии в острие ступы. В каком месте ступы находится волос Будды? На этот вопрос лаосцы отвечают: в самом центре, под ступой, и добавляют, что там лежит не только волос, но и фрагменты тазобедренных костей Будды. Когда они туда попали, как? Пока это не совсем понятно. Вообще, история ступы изучена плохо, полна противоречивых фактов и толкований. Ежегодно на 13-й день 12-го лунного месяца, чаще всего это ноябрь, устраиваются традиционные праздники.
ตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิสรณะธรรมนังนิธิอาทินนาธนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิПо буддийской мифологии, 1000 лет назад великий индийский царь Ашока закончил строительство 84 тысяч ступ, содержащих ту или иную реликвию, связанную с Буддой. С тех пор, когда на небо выходит полная луна, лаосцы празднуют годовщину своего Тхатлуанга. Декабря 1991 года. Виньянский аэропорт Ватай живет обычной жизнью. Но сегодня день особенный. Сегодня здесь ожидают участников перелета Россия, Австралия, Россия, которые должны сделать во Вьентьяне краткую остановку для дозаправки топливом. Перелет проходит по маршруту Россия, Китай, Вьетнам, Лаос, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Австралия. Маршрут домой будет еще уточняться. Участникам перелета нужно преодолеть почти 46 500 километров за 227 летных часов. Руководит перелетом президент Федерации любителей авиации, летчик-космонавт Игорь Вовк.
доме собрались работники посольства и торгового представительства нашей страны в Лаосе. В перелете участвуют 7 одномоторных самолетов Як-18Т и 1 АН-2. Спонсорами перелета являются концерны и фирмы «Подольск», «Лаванда», «Алибек», «Маркет», «Интерком», «Малс» и другие. Гостей встречает чрезвычайный полномочный посол СССР в Лаосе Георгий Алексеевич Рудов, торговый представитель СССР Юрий Георгиевич Казаченко. Это я все, значит, давно говорю, судьба свела, начиная с Юрия Алексеевича, Алексей Архипович, Герман Степанович, Володя, Владимир Александрович. Но это еще то старшее поколение. Мы как седые к старшему поколению относимся. Температура 200. Ну, значит, все так. Окей. Перелетели, значит, главное, сюда. Мы уже остались, откровенно говоря, значит, так переживаем, где что, связи нет. Девочки, приветствуйте руководителей. Космонавт, только целовать надо. Мы вас приветствуем здесь, значит, вот я посол, торгпред наш. Здесь находится генерал наш, значит, представитель группы военных специалистов наших. Значит, наш Аэрофлот, наши советники, корреспонденты. Значит, так, лаосские друзья здесь были, я не знаю, они где-то подъехали, значит, да? Они там, мы сейчас пойдем, они нас ждут. Ну, а там сейчас обменяемся, поговорим, как что, какие вопросы возникнут. Вперед. Мы уже, значит, тут ждем. Давайте вперед. Гости направляются на обед. Встречающие знакомятся с машинами, членами экипажей. Летная команда подбиралась тщательно. В ней 35 человек. Это летчики, инженеры, рабочие, ученые, бизнесмены, журналисты. А из Австралии вы как пойдете? Так же? Через Лаос опять? Ну, наверное. В Ханое мы теплые вещи оставили. А, вот так, да? Да, нам нужно будет их забрать. Хорошо. Интерес к самолетам проявили лаосские офицеры. Работники Аэрофлота отвечают на их вопросы. Началась заправка топливом. Следующая посадка в Бангкоке. А самый протяженный участок перелета 700 километров.
ใจอยากให้ลงเหวทั้งตา У самолетов проходят беседы с экипажами. Был туман перед Пекином, по-моему, да? Пекином сильный был. Да, перед Пекином. Горы, а вы откуда шли? Через А Монголию? так все или нормально, через эти? никаких сложностей не А, было. в Читы? Так что надеемся долететь Может быть, найдете? Дай бог. и вернуться к Новому году домой. Вы это что, К поселок? Новому году домой, да? Да, если все погода будет нормально. 140-500 Ну что, если будете лететь через Лаос, будем вас опять встречать. Обязательно. летать на самолете. А мы вот два, вот я и он, оба чистые люди. Мы работаем, работа наша не связана вообще А с чем вы авиацией. занимаетесь? Ну, я, например, вот, директор тоже предприятия, тоже Косминов предприятия, да. А тут директор совхоза. Вот мы два директора летим в одном экипаже. Ну, как любитель. Бизнесмены-то у вас чем? ลมหนาวร้อนพัดขีดร้อนมาจอลับแลลมฝากลมใจไปทิ้งแดนขอทานเขาแทนคนในเร่คิดทอดความรักใจเป็นลำแต่เต้นเป็นขับมาจากรถเมล์ตั้งแต่ความรักนั้นตกทะเล Арендован этот самолет. Значит, у нас в Москве была подготовка к этому перелету. Очень долго мы подготавливались. В частности, я делал перетяжку этого самолета. Вылетели мы из Ханоя, где тоже провели, можно сказать, очень мало времени. Посмотрели тоже совсем чуть-чуть. Экипаж представляет 2 человека с Луганска. Это я и еще один человек. И с нами летит 3-й член экипажа. Организовав заправку самолетов, работники местного представительства Аэрофлота фотографируются на память. ขับมาจากรถเมล์ย่านแต่ความรักตกทะเลย่านหัวใจเพย่านได้ลงเหวทั้งตาความรักแล้วนอนผู้หลับตั้งแต่นั้นนับเวลานานนับปีจะเดือนนับปีจะปีจะชมพลีพิธีวิวาห์ Заправка самолетов окончена. กันคายกายใจเลือดคนที่จะเรียกคนแรงคนคนลมหนาวลมร้อน Беседы с летчиками продолжаются. Увидел самолет, подумал, что это родной Л-4 здесь, Нет, оказался это какой-то... китайский. Да? Я-12. Я так и понял. Это аналог нашей. ความรักแล้วนอนผู้หลับแต่นั้นนับเวลานานนับปีจะเดือนนับปีจะปีจะชมพลี Наступают минуты прощания. ความรักแล้วนอนบน Сувениры на память. กันคายกายใจเลือดคนที่จะเรียกคนหนาวนี้ทุกคน Конечно, фотографирование.
ลมฝนลมหนาวลมร้อนพัดขีดฝนพัดจรลับแลลมฝากลมใจไปทิ้งแดนขอทานเขาแก่จากคนเด้คิดทอดความรักใจสั่นขับมาจากรถ полета до конечного пункта приземления. На обратном пути, если маршрут проляжет через Винтиан, будем рады приветствовать. Обязательно проляжет. Вот. อย่าหัวใจอย่าเสลงเหวถึงตา Советник вице-президента России Валентин Перфильев представляет в перелеты интересы Российской Федерации. Таким вице-президентом можно и летать, и работать, значит, с боевым генералом. Вот это здорово. Видите? Вице-президент РСФСР Рудской. А советники, чтобы стать президентами, должны сделать кругосветное путешествие. Звучит команда по машинам. Заводятся моторы. Доброго им пути. Целую вечность назад. Поразило вас то, что вы такая юная,
Вьентьян. В переводе на русский язык это город Луны. Вьентьян – одна из самых малочисленных столиц Юго-Восточной Азии. Впрочем, город протянулся вдоль Меконга почти на 14 километров. Посмотрите на карту Вьентьяна. В плане город напоминает банан, прилепившийся вогнутой частью к левому берегу реки. Для большинства иностранцев Вьентьян, не имеющий выхода к морю, ни железных дорог, начинается с аэропорта Ватай. А эта дорога ведет в город. Начинался Вьентьян с этого места. Сейчас здесь находится один из самых почитаемых храмов города – Ват Симеонг. Он построен в 15 веке. Здесь всегда можно увидеть молящихся лаосцев. А во дворе, на деревьях, настоящий живой уголок. Город возник в XIII веке там, где он есть, без видимых на то причин. Здесь не пересекались торговые пути. Скорее всего, существовала какая-то давняя религиозная или политическая традиция, известная королю Тхао Сан Сетхатирату. Новый политический центр величали пышно. Санталовый город, столица благовоний, суверенная и властительная над миллионами драконов и миллионом слонов, санталовая укрепленная святыня.
Меконг – естественное украшение Вьентьяна. В его жизни четко прослеживается два периода. В сезон дождей он полноводен и судоходен. Один раз в несколько лет река выходит из берегов, вода подступает к набережной. Затапливает прибрежные банановые рощи, деревни. В сухой сезон Меконг почти исчезает. На дне реки стоят корабли, ребятишки играют в футбол, в огромных количествах добывается песок. На берегу Меконга находится лучшая гостиница страны Лансанг. Она построена в 1960 году. Анусавари – лаосский вариант триумфальной арки. Туристы любят здесь фотографироваться. Башня украшена по мотивам религиозных и народных сказаний. Великолепные своды арки. На верхней площадке 5 смотровых башен.
Напротив Анусавари по авеню Лансанг президентский дворец. Здесь устраиваются официальные приемы. Военная база Чинайма. Вдоль шоссе, соединяющего ее с переправой через Меконг, одно за другим появляются похожие как близнецы безликие корпуса местных предприятий. Только местный пивзавод радует глаз чистотой и ухоженностью. Архитектура Вьентьяна убога и невыразительна. Здания находятся в заброшенном состоянии. На улицах города много велосипедистов, мотоциклистов и автомобилей. Рикши – самый популярный вид общественного транспорта. Вблизи торговых кварталов находятся стоянки рикш.
Во Вьентьяне много зелени, а на окраинах города встречаются очень живописные места. Такое впечатление, что сразу за домами начинаются джунгли. Вьентьянский цирк – дар Советского Союза городу Луны. Но тропа к нему заросла, так как в столице нет цирковой труппы. В последнее время в городе стали появляться вывески совместных предприятий, которых становится все больше. Открыт Лаос-Катайский банк. А это автовокзал, построенный в центре города японскими фирмами. В каждом микрорайоне города есть вот такие базарчики, на которых можно купить все, что необходимо в повседневной жизни. Можно и поесть, например, жареные бананы. Зеленый рынок или утренний базар. Это крупнейший продовольственный рынок города.
Бакалея, напитки, посуда, овощи, фрукты – все здесь в изобилии. เราคิดถึงทั้งเอาดี Здесь же продаются и промышленные товары, почти всех наименований. Талат-Сау – крупнейший торговый комплекс страны. Самый большой магазин города. Он торгует на местную валюту кипы. Частная торговля процветает. Популярны изделия местных ремесленников, много одежды, других товаров.
городе много туристов, и все они обязательно бывают в Тхатлуанге. В этой гигантской ступе захоронен волос Будды и спрятаны несметные богатства. Ступа построена в IV веке до нашей эры. Несколько раз она перестраивалась и реставрировалась. Большую ступу окружают 30 маленьких. Тхатлуанг – религиозный памятник, а это главное место для молитв в нем. Маленькие ступы установлены на эти гигантские основания с надписями, прославляющими добродетели Будды. Почти безлюдный в обычные дни, Тхатлуанг преображается один раз в год, в дни празднования годовщины своего создания. Праздник длится несколько дней, и почти каждый житель столицы Лаоса бывает на нем.
Ват-музей Сисакет. В нем собрана большая коллекция скульптурных изображений Будды, предметов религиозного культа и быта. Сам храм украшен красивыми фресками. А это еще один ват-музей – Пракео. Он был построен в 1565 году и реконструирован в 1937-1942 годах этого столетия. Долгое время в нем находился изумрудный Будда, 66-сантиметровая фигурка божества, вырезанная из нефрита. Утверждают, что он стоял вот здесь. А сейчас изумрудный Будда в одноименном бангкокском вате а тайские экскурсоводы бойко рассказывают его историю. К вату примыкает небольшой красивый сад. В нем находится скульптурная композиция.
Богородице Лаотянка протягивают цветы, но кому? Агюсту Пави, известному французскому ориенталисту, знатоку Юго-Восточной Азии. В 60-м году по настоянию правых националистов Пави был отделен от Лаоса и находится сейчас на территории французского посольства во Вьентьяне. Помимо этих двух ватов-музеев, в городе огромное количество монастырей или ватов самых разных направлений буддийской религии. В Лаосе говорят: посмотри на монастырь и узнаешь, как живет народ. Будучи местом удовлетворения религиозных потребностей, монастырь или ват выполняет также ряд общественных функций. Во-первых, издревле он служит центром просвещения. Во-вторых, это лечебное заведение. В-третьих, монастырь – это культурно-просветительский центр. В-четвертых, на территории вата проводятся игры, праздники, фестивали. Это любимое место для игр лаосских ребятишек. В-пятых, ваты – это место общения, сходок, собраний. И, наконец, ват всегда может стать гостиным двором для любого путника или паломника. Доходы ватов в основном состоят из пожертвований населения, от участия монахов в службах вне вата. А эти небольшие, словно игрушечные ваты, сооружаются для злых духов. На территории ватов нередко расположены школы. В лаосских
этих ребятишек, играющих или отдыхающих в ватах, не смущает даже близость места кремации умерших. Завершает список достопримечательностей Вьентьяна сооружение революционной эпохи. Дворец съездов. Весь год на замке монумент героям революции в виде белой ступы. Лишь 1-2 декабря ежегодно он открыт для возложения венков членами нынешнего руководства. За этим забором музей вооруженных сил. На улице Самсентай музей революции. Иностранцы, живущие и работающие в Лаосе, во Вьентьяне, часто устраивают для себя развлечения. Вот, например, рождественский базар. Здесь можно увидеть даже Деда Мороза. Деньги, собранные от продажи сувениров, разных изделий, идут на благотворительные цели. Заканчивается день.
Скоротечен и красив тропический закат. วันทุกคนบ่นอวันนี้ได้มาพบพ่อสุขใจแน่นอนเมื่อได้มาเห็นกันจักประสาทแสนงามสมงามมีชื่อตาทุ่งนาภูเขาน้ำของสวยงามสะอาดภูเขาป่าแสนอุดมสมบูรณ์แสนชื่นดวงใจยุคใหม่หมุนมาปราสาทใดมีสีเสรีภูมิมานคือไรไพจำปาแห่งนี้นับวันจะหุ่นเรืองวัดภูเลนามแดนจำปาสาทสวยงามปาสาทหารจำปาสาทที่ก้าวเดินไปสร้างชีวิตใหม่ให้เข้มแข็งวัฒนาถาวร อยากมาสาบขวัญใจวันที่เขายิ่งได้เห็นกัน Но и после захода солнца жизнь Виентьяна продолжается. ทุกคนบ่นอวันนี้ По праздникам включаются подсветки фонтанов у президентского дворца. กันอยากประสาทแสนงามสวยงามมีชื่อทางทุ่งนาภูเขาน้ำของสวยงามสง่า В городе много пивбаров, и после работы вечерком можно выпить кружку лаосского пива. ยุคใหม่หมุนมาปราสาทใดมีสีเสรีมุ่งมั่นถึงไรภายนี้จำปาแห่งนี้นับวันจะ А если повезет, можно побывать на спектакле Китайского народного театра. ปราสาทสวยงาม Но самое запоминающееся вечернее зрелище во Вьентьяне бывает один раз в год, завершающий вечер праздника Тхатлуанга. Все присутствующие зажигают свечи и трижды по буддийской традиции обходят ступу.
А затем начинается удивительный, неповторимый и красивый фейерверк.